Всем привет! С вами Валентина Лыкина, и это видео посвящено роскошному фермуару с очень интересным узором. В следующих видео я покажу, как связать вот такую ручку, а также вшить подкладку. И начнем мы с вязания сумки. Для нее вам потребуется 3 моточка шнура карамель. Характеристика данной пряжи следующая. В моточке 200 грамм на 75 метров. Вам потребуется крючок номер 5, а также любой фермуар, можно использовать пришивной или который крепится на винтах. Приобрести можете на Озоне или Wildberries. Для того, чтобы пришить фермуар к сумке, потребуется игла, ниточки в тон, я буду использовать мулине, а также мононить. В иголочку я буду вдевать 2 отрезка мононити и 1 мулине. Для расчетов вам потребуется лист бумаги, линейка и маркер. Для того, чтобы ниточка не перекручивалась, используйте моталку. Так вы обеспечите себе равномерную подачу нити. Где приобрести необходимые материалы, ссылочку на сайт я для вас оставлю в описании под этим видео. Для заказа со скидкой пользуйтесь моим промокодом. Для начала необходимо связать донышко для сумочки. Форма и размер данной заготовки будет напрямую зависеть от выбранного вами фермуара. Что это значит? Я выбрала фермуар прямоугольной формы. И когда я его раскрываю, то вижу, у меня это прямоугольник. Значит, донышко для сумочки должно быть прямоугольной формы. И размер донышка должен равняться размеру моего фермуара. Что касается других форм, это может быть овальный фермуар. Тогда мы вяжем овал такого же размера, как и ваш фермуар. Если это круглый фермуар, то мы вяжем круг такого же размера, как и фермуар. Для прямоугольника необходимо набрать цепочку из воздушных петель и провязать ряды. Для того, чтобы понять, сколько необходимо набрать воздушных петель и получить такой же размер, мы делаем следующее. Раскрываем фермуар и обводим его. Следующее, что нам необходимо сделать, это эту сторону разделить пополам. Мы делаем замер 12 сантиметров, значит пополам делю, это будет 6. Провожу в этой области линию. Вот этот промежуток — это то количество рядов, которые необходимо провязать. С этой стороны то же самое. В этих точках нам необходимо также отмерить этот промежуток. Он равняется 6 сантиметрам. Отмеряю с этой стороны и с этой стороны. Вот эта область — это количество воздушных петель, которое необходимо набрать для того, чтобы получить прямоугольник вот такого размера. Так как мы будем вязать по кругу, именно поэтому я отмеряла от каждой стороны данного прямоугольника к центру одинаковое количество сантиметров, равной половине одной из сторон. Таким образом, я получила вот этот промежуток там, где у меня будет наборная цепочка из воздушных петель. Набрав цепочку из воздушных петель, необходимо примерить ее к эскизу. Если все идеально здесь совпадает, то продолжаем вязать из ряда в ряд необходимого размера заготовку. Я уже связала прямоугольник, примеряем фермуар, и все здесь отлично нужного мне размера, поэтому этот способ верный, и вы можете смело им воспользоваться.
Как связать донышко разных форм. У меня на канале есть серия мастер-классов, и ссылочку на плейлист я для вас оставлю в описании. Здесь я лишь добавлю, что для такого фермуара я отмеряла вспомогательную ниточку около 2 метров, набирала цепочку из 12 воздушных петель и провязала 7 рядов. После любую заготовку необходимо обвязать из соединительных столбиков по всему периметру. Как это сделать? У меня на канале есть мастер-класс, и ссылочка ждет вас там же, в описании. Прежде чем мы приступим к вязанию корпуса сумочки, необходимо выполнить ВТО, то есть тщательно отпарить данную заготовку. Как это сделать? У меня на канале есть подробный мастер-класс, и ссылка ждет вас в описании. После этого мы переходим на вязание первого ряда. Переворачиваем нашу заготовку и находим ту точку, где завершили вязание. Там, где проходит рабочая ниточка от клубка и вспомогательная нить. Между ними в центр петли за одну нить вводим крючок. Вот таким образом это выглядит. Дополнительно необходимо захватить дужку. Это задняя стенка от столбика, и проходит она на протяжении всего этого ряда. После этого захватываем рабочую ниточку и вытягиваем ее на лицевую сторону. Захват рабочей нити, провязываем столбик. Перемещаемся в следующую точку, также в центр петли за одну ниточку, и дополнительно захватываем дужку. Захватываем рабочую нить, вытягиваем на такую же высоту. Опять захват рабочей нити, провязываем столбик. Так мы двигаемся на протяжении всего этого ряда с захватом 2 ниточек. Мы провязываем столбики. На последнем столбике я буду закрывать этот ряд, но перед этим необходимо пересчитать все столбики этого ряда, включая первый подъемный, второй, третий и так далее, на протяжении всего этого ряда, и плюс один столбик, который мы сейчас будем провязывать. И это число у вас должно быть четное. Я провязала 73, и закрывать ряд, где буду последний столбик, это 74. У меня четное число. Если у вас получилось нечетное, просто в одну точку провяжите еще один столбик, для того чтобы в дальнейшем не возникло сложностей, так как раппорт узора состоит из 2 петель. Провязываем последний столбик и закрываем на нем этот ряд. Также ввожу крючок за 2 ниточки, то есть за одну стеночку петли и дужку. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее, рабочую нить отпускаем, захватываем вспомогательную, протягиваем ее полностью. Теперь нам необходимо проложить вот такую же петлю между последним и первым столбиком. Я нахожу первый столбик, второй столбик, между ними верхняя петля. С обратной стороны ввожу крючок за верхнюю петлю и захватываю вытянутую петлю, вытянутую ниточку вспомогательную и полностью ее протягиваю. Теперь мне необходимо вспомогательную нить вернуть в ту точку, откуда она вышла. С обратной стороны ввожу крючок под дужку, это задняя стеночка от столбика, и в центр петли, откуда вышла вспомогательная нить. Захватываю вспомогательную нить и полностью ее вытягиваю. Ряд закрыт, и все последующие ряды закрываются аналогичным способом. Вяжем второй ряд. Переворачиваем вязание, находим ту точку, где завершили вязание, где проходит рабочая нить и вспомогательная. Вспомогательную опускаем вниз и вводим крючок за верхнюю петлю, смещаясь правее от точки, где завершили вязание, между столбиками предыдущего ряда, то есть за верхнюю петельку. Захват рабочей нити, вытягиваем ее,
захват рабочей нити, провязываем столбик. Перемещаемся в следующую точку между столбиками предыдущего ряда за верхнюю петлю. Захват рабочей нити, вытягиваем, опять захват рабочей нити, провязываем следующий столбик. Так мы двигаемся на протяжении всего этого ряда, провязывая столбики без накида между столбиками предыдущего ряда. Второй ряд мы закрываем таким же способом, как и первый. Вяжем третий ряд и приступаем к формированию узора. Так же, как и в предыдущем случае, переворачиваем деталь и вводим крючок, смещаясь правее от той точки, где завершили вязание. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее, захват рабочей нити, провязываем подъемный столбик. Так мы провязали первую петлю узора. Вяжем вторую. От столбика, который мы сейчас провязали, перпендикулярно опускаемся вниз до первого ряда. Так я нашла столбик первого ряда. Он находится под столбиком третьего ряда. Смещаюсь в следующий и под него за 2 ниточки вводим крючок. Придерживаем рабочую нить на уровне третьего ряда. Опускаем ее вниз к крючку, захватываем рабочую нить и протягиваем через петли первого ряда. Вытягиваем эту петлю на уровень рабочей петли, та, которая у нас сейчас на крючке. Которую мы сейчас петлю вытянули, ее не стягивайте, вяжите более свободно, чтобы рисунок красиво читался. Обратите внимание, что ниточка на протяжении всей этой петли не скручена. Также рабочая нить поднимается вверх, захватываем рабочую нить и протягиваем через все эти петли. Так я провязала раппорт узора, состоящий из 2 петель. Вяжем второй. Мне теперь необходимо также провязать сначала столбик, потом опять такую же петлю, протяжку, но это тоже столбик считается. Хочу обратить ваше внимание, что этот участок у нас тоже занимает место, и одна петля должна быть пропущена. То есть от столбика, который мы провязали в самом начале, одну петлю пропускаем, в следующую провязываем такой же столбик. Перекидываем рабочую нить, вводим крючок за верхнюю петлю, вытягиваем, опять захват рабочей нити, провязываем столбик. Теперь необходимо провязать такую же петлю протяжку. Нахожу столбики основания. Вот здесь я провязала, один столбик пропускаю, он у меня провязан сверху, и под следующий я также ввожу крючок за 2 ниточки. Придерживаю на основании третьего ряда рабочую нить, опускаю ее вниз, захватываю и протягиваю через петли первого ряда. Вытягиваю петлю на уровень рабочей петли, захват рабочей нити и провязываю через все эти петли. Так я провязала второй раппорт. Двигаюсь дальше по такой же схеме. Пропускаю один столбик, под следующий ввожу крючок, захватываю рабочую нить, провязываю столбик. Следующий провязываю за первый ряд. Пропускаю один столбик первого ряда, перемещаюсь в следующий, также ввожу крючок за 2 ниточки, придерживаю рабочую нить на основании третьего ряда, опускаю вниз, захватываю, протягиваю эту петлю, вытягиваю на уровень рабочей петли, захват рабочей нити, провязываем очередную протяжку, столбик. Вот так получается. Так мы чередуем до конца этого ряда. Как закрыть третий ряд и все последующие ряды, где у нас будет возникать такая ситуация, где последний столбик — это столбик протяжка.
Мы точно так же здесь отступаем, под столбик вводим крючок, придерживаем ниточку рабочую на основании третьего ряда, захватываем ее, протягиваем через эти петли и вытягиваем на такой же уровень, как и рабочая петля, перекидываем в эту сторону рабочую нить и уже подхватываем вспомогательную и закрываем ряд таким же способом. Вытянули. Теперь нам необходимо между таким столбиком протяжкой и первым столбиком проложить такую же верхнюю петлю. С обратной стороны я ввожу крючок между первым и вторым столбиком, захватываю вспомогательную ниточку, полностью ее протягиваю. И теперь мне необходимо вернуть вспомогательную нить в ту точку, откуда она вышла. С обратной стороны нахожу дужку и центр столбика, откуда вышла эта нить, и захватываю ее, протягиваю полностью. Четвертый ряд начинаем аналогичным способом, смещаясь правее. Провязываем подъемный столбик. Далее мы вяжем за верхние петли столбики без накида на протяжении всего этого ряда. Закрываем четвертый ряд таким же способом, как и предыдущие. Вяжем пятый ряд, и здесь мы также, как и в третьем ряду, будем формировать узор. Первым мы всегда провязываем подъемный столбик, и здесь необходимо внимание обратить на очень важную деталь. Если мы, так же как и в предыдущих случаях, от точки завершения ряда сместимся правее и провяжем здесь подъемный столбик, то узор чередования нарушится, так как подъемный столбик будет провязан четко над столбиком протяжкой. А здесь, как вы понимаете, должен быть провязан такой же столбик протяжка. Поэтому в данном случае от точки завершения ряда я смещусь левее и уже здесь провяжу такой же столбик подъема. Далее я провяжу такой же столбик протяжку. Ввожу крючок под столбик протяжку третьего ряда и повторяю все те же самые действия. Захватываю рабочую нить, протягиваю ее, вытягиваю на нужную мне высоту, захват рабочей нити, провязываю столбик. Далее мы чередуем столбики и такие столбики протяжки. Следующий я вяжу просто столбик. Далее за столбик протяжку третьего ряда я ввожу крючок, также придерживаю рабочую ниточку, захватываю ее, протягиваю и вытягиваю на нужную мне высоту, захват рабочей нити и довязываю столбик протяжку. Далее у меня обычный столбик, и так я чередую до конца этого ряда, закрывая ряд тем способом, который я показывала ранее. В шестом ряду будут провязываться столбики без накида на протяжении всего этого ряда. И как вы уже поняли, мы будем чередовать всего два ряда: столбики без накида и ряд, где будем формировать узор. Так вы вяжете необходимую высоту сумки, повторяя при этом четвертый и пятый ряд. Я провязала всего 19 рядов, и этой высоты сумки мне достаточно. Как определить, какой высоты необходимо связать фермуар? Мы складываем сумку вот таким образом, пристраиваем в эту область фермуар и смотрим. Если внешний вид сумки вас устраивает, то вы продолжаете вязать вместе со мной. Можно связать меньше, можно связать больше. Опирайтесь прежде всего на ваши предпочтения. Что мы делаем далее? Мы находим у донышка серединку, поднимаемся вверх, фиксируем маркер. С этой стороны мы делаем то же самое.
Важно, чтобы с двух сторон количество петель было одинаковым. У меня, не включая эти маркеры, получилось с этой стороны 36 и с этой стороны 36. И мы начинаем вязать. 20 ряд мы провязываем столбиками без накида по узору, но нам необходимо выполнить убавки в области маркера, то есть мы задействуем 2 петли перед маркером и 2 петельки после маркера. Этот ряд мы начинаем аналогичным способом, как и все предыдущие, и довязываем до той точки, где необходимо остановиться, то есть за 2 петли перед маркером. Я довязала до этой точки и начинаю формировать убавку. Ввожу крючок под первую петлю, захватываю рабочую нить и вытягиваю ее. Перемещаю в следующую точку под следующую петлю, также захватываю рабочую ниточку и вытягиваю. Там, где у меня висит маркер, я также ввожу крючок и захватываю рабочую ниточку. И осталось мне захватить таким же способом из следующих 2 петелек. Ввожу крючок под следующую петлю, также захватываю рабочую нить, вытягиваю, перемещаю в следующую и также вытягиваю петлю. На данный момент у меня на крючке рабочая петля и 5 вытянутых петель. Я вынимаю крючок из всех и соберу их следующим образом. Сначала у меня рабочая петля, затем я накидываю на крючок петлю, которая у меня центральная, там где висит маркер. И затем уже собираю по очереди первая, вторая, четвертая, пятая. Вот такая конструкция у меня получилась. Можно этого и не делать, но мне больше нравится, когда центральная петля находится по центру. Захватываем теперь уже рабочую ниточку и протягиваем через все эти петли. Маркер можно убрать. И вот так это все будет выглядеть. Обратите внимание, что центральная петля находится поверх всех петель. Возвращаем маркер на центральную петлю и продолжаем вязать до следующего маркера. Там мы повторяем все то же самое, что и в этом случае. Довязываем до конца этого ряда и закрываем его. В завершении 20 ряда мы обрезаем ниточки и прячем их в полотно. Следующее, что нам необходимо сделать, это установить фермуар. Если вы выбрали фермуар, который фиксируется на винтах, то необходимо предварительно нанести разметку на сумку и прикрутить фермуар к ней. Если вы выбрали такой, как у меня, то это пришивной фермуар, и фиксируется он за вот эти отверстия. Нам предварительно необходимо нанести разметку следующим образом. Мы переворачиваем фермуар, устанавливаем его поверх сумки. Вот эти точки сгиба должны располагаться в тех точках, где мы делали убавку из 5 петель. На вот этих закруглениях я нанесла ниточки, то есть я зафиксировала нити, чтобы мне было хорошо видно. То же самое я сделала на корпусе сумочки. Теперь я пересчитываю с этой стороны точки и с этой стороны на сумке. На сумке у меня получилось 20 столбиков. Здесь у меня получилось 37, значит, я буду 2 точки плюс-минус фиксировать к одному столбику. Так как здесь 37, а здесь 20, то есть практически по 2. То есть кое-где буду смещать, чтобы равномерно распределить. Ну а эти оставшиеся я уже буду располагать вот в этой области. Также фиксирую по 2 точки к одному столбику. Помогать я буду себе отверткой. Я уже предварительно ее
завернула в пищевую пленку для того, чтобы не повредить пряжу. Теперь нам необходимо наметить линию строчки, за которой будем фиксировать фермуар. У него имеется вот такой паз, и в него мы будем вкладывать вот эту верхнюю петлю, то есть верхнюю часть сумки. Примеряем вот таким образом, переворачиваем и смотрим, где мы будем прошивать. Вот они, отверстия, они находятся как раз посередине столбиков. Значит, за эти точки будем фиксировать. Для того, чтобы найти точку, откуда мы начнем пришивать фермуар, мы от начала пересчитываем отверстия, за которые будем пришивать, до той точки, где висит маркер. У меня получилось в этой области 8 точек. А я знаю, что 2 точки я пришивать буду к одному столбику, поэтому мне необходимо отсчитать в этой области 4-5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, за который я буду пришивать, и за 5-й зафиксирую ниточку. С обратной стороны раздвину и внутри зафиксирую нить. Сделаю еще один стежок для надежности. Прокалываю и вывожу на лицевую сторону, вкалывая в столбик за крайнюю ниточку. Вот сюда. Теперь мы совмещаем фермуар с сумкой так, как он и должен располагаться в этой области. Все здесь расправляем. Вот эту часть выгибаем наверх. Необходимо также выгнуть в этой области вовнутрь, для того, чтобы было удобнее пришивать фермуар. Берем иголочку с нитью и выводим на изнаночную сторону, то есть с этой стороны у вас должно быть расположение иголочки и нити. Делаем прокол в первое отверстие на фермуаре, выводим на лицевую сторону нить. Далее делаем стежок, перемещаясь в следующую точку, делаем прокол и выводим ниточку на изнаночную сторону. Первый стежок выполнен. Теперь необходимо присоединиться к корпусу сумки. Для этого я опускаю вот так вниз, нахожу вот он столбик, из которого вышла нить, прошла по верху и теперь опускается между столбиками, то есть вот сюда. Я делаю прокол и прошиваю. Обязательно расправляйте ниточку. Теперь мы должны подтянуть и заправить в паз эти петли верхние, про которые я говорила ранее. Переворачиваю, подтягиваю и заправляю петли. И вот так все здесь выглядит. Продолжаем уже теперь сшивать таким же способом. Напомню, что здесь я прокол сделала вовнутрь между столбиками. Я нахожу следующий столбик. Вот он, первая ниточка. И иголочку направляю в ту сторону, где у меня закончился стежок. Прокалываю в это отверстие. Вывожу ниточку на лицевую сторону. Хорошо подтягиваю. Сильно не тяните, потому что может порваться нить. Главное было, чтобы небольшое натяжение и плотно все прилегало. Делаю следующий стежок, перемещаясь в следующую точку. Напомню, что теперь я должна второй раз ввести иглу в этот же столбик. Прокалываю.
и протягиваю нить. Внутри опускаюсь между столбиками, так как 2 раза я уже в этот столбик прокол сделала. Поднимаюсь наверх и вывожу иголочку, где я завершила последний стежок, то есть в эту же точку. Протягиваю нить на лицевую сторону. И теперь, перемещаясь в следующую точку, я уже ввожу иглу в следующий столбик в основании сумки. Так вы двигаетесь на протяжении всего этого ряда. Очень важно, контролируйте, чтобы у вас вот эти петли верхние были заправлены в паз. И сильно не критично, в какие точки вы здесь будете делать проколы. Главное, чтобы у вас вот эти маркеры совпадали между собой. Так вы дошиваете до конца, фиксируете ниточку, обрезаете ее и начинаете с того же места и пришиваете вторую сторону. Я полностью пришила фермар, уверена, что вы справились с поставленной задачей. Понимаю, что сшивание это такой очень трудоемкий процесс, но спустя 10 сантиметров уже привыкаешь и лояльно относишься к этому процессу. Вот так выглядит все внутри, ровненько, и ниточку практически не видно. Единственное, что у нас останется в районе сгиба, не пришитая часть, просто потому что ее некуда пришивать. Если эта область у вас сильно растянута, то просто соберите на ниточку и затяните эту часть. Закрываем фермуар, и вот такая сумочка у меня получилась. Устанавливаем фурнитуру. Если вы выбрали вязаный ремешок, то специально для данной модели сумки я разработала вот такой вариант. Мне кажется, узор идеально перекликается. Можно связать этот ремешок и установить кольца-карабины, как в моем случае, либо использовать просто карабины. Как вяжется такой ремешок, ссылочку на видео я для вас оставила в описании. В эту сумочку, так же как и в любую другую, можно вшить подкладку. У меня об этом есть мастер-класс. Переходите по ссылочке в описании. Пришло время оценить данное видео. Буду очень рада вашим откликам. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и будьте в курсе новых мастер-классов. Благодарю за ваше внимание. Всем пока-пока!